Привет, ребята! Мы на Интернешнале. Закончилась сегодня групповая стадия, и хочется подытожить результаты группы. В целом, вы очень хорошо начали групповую стадию. Вот прям настолько хорошо, что казалось, все, Венера нам светит, один шаг от Венеров, но потом что-то идет не так, и 2 дня подряд вот такой результат. Мы 3 серии проиграли. Вообще, в целом, давай, наверное, расскажи от начала и до конца, что происходило, как это было и почему это было. Ну, во-первых, мы были морально готовы условно лететь первые игры, даже вот первый день нам сказали, вот GG, была такая моральная установка, что если даже мы проиграем 0-4, не париться, 16 игр, первые, если даже 4 проиграешь, или что-то пойдет не так, быть готовым к поражению и так далее. Другое случилось, возможно, это не так, но все же, наоборот, после второго дня, да, мы его сыграли хорошо, в частности, это из-за хороших драфтов, и в общем, день был очень такой, на позитиве. Потом матч с Virtus.pro, все плюс мораль и так далее, потом НИПы, как оказалось, они тоже не в самой лучшей форме, мы их тоже вынесли. Все круто, и тут, наоборот, установка поменялась с того, что мы уже не аутсайдеры, Венера, все, сейчас выйдем, точно этот. И на следующий день, проиграв Fnatic, первый матч, ощущалось такое дополнительное расстройство. И это, наоборот, накаляло обстановку. Было больше недовольства, чем обычно, как мне показалось. Больше серьезности и так далее. И как-то все как на иголках играли. Вы потеряли вот это, настроение, которое было да, в предыдущие 2 дня. Реально, после второго дня, как будто все считали, что мы должны уже выигрывать. В целом вы сегодня закончили игру с Вичи. Что вообще сегодня происходило? Как вам это все удалось наладить? И удалось ли? Сегодня первый матч. Точно первая игра была довольно хорошая. Все было по плану. Но в самой игре было несколько ошибок, довольно критических. Там было немного комбинаций того, что что-то осталось все-таки. Там какая-то боязнь. Уже реально боязнь, надо хотя бы одну, и будут переигровки, или 2, и все шикарно, условно. И, это играло свою роль, но при этом и они играли хорошо. Мы по итогу, я посмотрел реплей, там реально каждый наш смог-ганг как-то выходил неудачно. В половине случаев это наши ошибки были, и в половине случаев нас просто переигрывали. Или читали, и все, мы не находили противника. Вы обсудили уже эти все моменты? Как вы уже настроились на следующего соперника? Вы уже знаете, что это Минески. И у вас реально есть 1,5 дня, чтобы к ним подготовиться. В первую очередь, конечно же, мы обсудили еще раз, что и как. Сегодняшние игры подытожили, групповую стадию, какие-то, может, моменты еще раз обсудили. У нас есть некоторые идеи по драфту, которые мы не использовали, потому что мы этим не тренировались и так далее. И завтра мы как раз для уверенности потренируемся, именно разыграем, там уже будет видно, почти полностью план выстроен. И лишь конечный драфт, который мы хотим сделать против них, есть несколько идей, и завтра мы их просто протестим, и там будет видно. Слушай, International, он вынуждает тебя придумывать что-то уже по ходу турнира? Да, есть своя мета, ты можешь ее не преследовать, но ты должен ей как-то отвечать. Есть сейчас в мете герои по типу Мираны, Агра, Инчи, которые почти во всех играх, тот же Титан, Гира. Почему вообще команды двигаются по мете? Потому что у тебя всего есть 3 бана. Этими 3 бана, ты против разных противников по-разному делаешь, и эти метовые герои остаются где-то. А метовые это еще заключает то, что они все-таки сильны. Да. Сейчас. Они OP-герои. Иногда тебе банов не хватает, и тебе надо украсть у противника их героев, которые, тоже в мете, да. И ты так комбинируешь, баны и пики, ты тоже используешь как бан, чтобы украсть у противника, и при этом он будет у тебя. Ты должен иметь хорошую заготовку. Минески. Насколько они для вас неудобный соперник? Мы еще с... Идан? Я расскажу просто, если вы упустили этот момент. Идан в интервью сказал о том, что бывают неудобные соперники, бывают удобные. Sport.ru, ладно. Я, кстати, так и не смотрел заголовок сам, но Идан шутил, Нет, вырвали из контекста, Virtus.pro.
Да, мы там... Господи, Ну ладно, что, это, конечно, желтая пресса утрированно. бывает. Шутки. Ну, в общем, он в интервью сказал о том, что бывают соперники удобные, бывают неудобные, то есть, ну, понимаете сами эту штуку. Вот ты вообще согласен с тем, что есть удобные, есть неудобные? Ну, как я и раньше говорил, мне всегда... Ну, мне удобно против них играть на моральном плане. Ну, я хочу их выиграть. Вот Да. я их хочу особенно выиграть. Спортивный интерес. Да, вот как это говорилось. Миневски в этом отношении, вы следили за ними, играли? Ну, там, с ними тренировались, может Вообще, это, кстати, с этой командой мы из всех 18 команд сыграли вроде с 14, ну, когда тренировались. И с Минески мы сыграли самое много, вроде бы 10 матчей. Допустим, их игроков, как минимум на моральном плане, я не боюсь. Да, у них есть хорошие игроки, но в данный момент я не чувствую, что я играю против них, ну, вот даже на тех же скримах, то, что вот меня переигрывают, что я вот какой-то вот, как против Вичи, Я вот, понимаю. типа такого нет. Есть, конечно, нотки какие-то однотипной игры, ну, общей конструкции, да, но и тоже она бывает меняется из-за героев. Ну, вот. Ну, best of 1. Как депутат ответил. Ах, хороший. А Best of 1, Ну, блин, ну это же Ну, всегда. что- Тут, это, наверное, кстати, от драфта все зависит. это, кстати, смешно. Вот даже мы сидим командой, и все такие, да, Best of 1, там... Это же best of 1, можно легко отжать, да? Не, наоборот, типа, не нервничайте, там, ну, типа, ну, это обычная игра. И каждый раз я такой думаю, когда тебе говорят, не нервничай, ну, это не помогает, потому что, ну, как, не Да, нервничай, да. типа, такой, сидишь, нервничаешь, не нервничай, такой, не нервничай. Ну, как, Да, я понимаю. Да, и тут такая же ситуация. А тут, наоборот, я не нервничаю, и все говорят, типа, Не это нервничай. обычная игра, да. Такой, Акцент делаю, да? да, а я вроде бы, да, все окей, не нервничай. И я вот со временем что-то вот уже фраза там одна и та же, ну, примерно там по-разному построена, говорят, типа, это просто обычная игра, там просто играй в любимую игру, там, Бо-1 фигня, типа, и так далее. И вот так что-то... Ладно, Ну, но это фигня. Одну best of 1 пройти, а там уже best of 3. Там уже будет легче. Нет, смотрите, Понадежнее. Бо-1 самое опасное — это драфт, все. Да. Вот. Бо-1 по факту самое опасное — это драфт. Других именно, да, можно внутри игры начать нервничать и переживать, что вот-вот ты вылетишь. Ну, так всегда. Ну, как бы, ты всегда в своей карьере имеешь игры, где ты вот-вот вылетаешь. Как и в любом спорте, ты вот-вот сейчас можешь проиграть. И что с этим поделать, как бы? Другая лишь разница, что это будет сцена. Ну, типа, по-любому, это другие, не те ощущения, что мы играем вот в отеле, Да. сидим такие, ой. Ну, Как дома. Да, так, в принципе, как дома, ничего такого. А то, что там будет на сцене, то, что там будет, ну, вот эти наушники, вертолеты, Да. там, не знаю, ну, по-любому, Кабинки. да, кабинки, ты там нет-нет будешь слышать, там, ну, крики и так далее, и это другое. Ну, именно арена. И наоборот, ну, хочется кричать вместе с фанатами. Ну, когда я это слышу, круто. ну, типа... Вообще, на самом деле, это же очень помогает даже в играх, когда ты убил, что-то сделал, Да, да, муфит, и вот это, кстати, да, это круто. Я прям обожаю. Мне кажется, даже некоторым игрокам надо этому научиться, потому что есть же игроки вот максимально спокойные, тихие и там, ну, сделал крутой мув, ну, типа, Если что, наш практис находится между Вичи и ЕГЭ. да. И одно понимание того, что здесь сидят Вичи, а там ЕГЭ, ну, что они рядом. Ну, мне хочется проорать. Я убиваю, или мы делаем тимвайт, мне хочется проорать, потому что я знаю, что они слышат. Пусть услышат, как я ору. Да, ну, Красава. типа, если их не было рядом, ну, как бы они где-нибудь там сидели, я не знал где, возможно, бы я бы, ну, проорался, но не так громко. Я понимаю. Ну, вот, да. Но Но боевой одно клич. осознание, да, одно осознание того, что он меня слышит, это меня, ну, как-то реально дает дополнительные эмоции. Слушай, сейчас вот с кем не поговорю там с аналитиками, с игроками, просто все не понимают, что творят на этом турнире OG, что у них вообще игра какой-то next level. Вот что ты успел заметить? Ты наблюдал за ними? Вот, ну, вам, наверное, даже, ну, как бы повезло, что вот вы в первый день с ними играли, еще как бы не разогнались ни вы, ни они. Но вот мне даже вот ребята вчера говорили, что если бы вот вы сейчас встретились с OG, то там Они бы мало ни было шанса не дали. шансов. Ну, но они просто супер быстро играют. Как они именно по плейстайлу настолько быстро, сейчас никто, наверное, не играет.
Ну, мне супер нравится их страт. Ну, прям вот, ну, я кайфую, я вижу этого Виспа Керри, там, я вижу вот этих пангалеров и так далее. Ну, и я смотрю на них, и они играют на своих любимых героях, и это круто. Ты играешь в доту на своих любимых героях, и, возможно, для меня, для такого же профессионального игрока или даже, ну, и для фанатов, типа, это выглядит, там, условно, где-то драфт немного дико, немного непонятно, ты смотришь, и это работает. И ты потом только ну, как они показывают, как бы, и ты понимаешь, как это работает. Я бы просто вот посмотрел бы вот именно игру бы OG Secret или OG LGD, где такая же команда, которая, ну, по уровню сейчас, как против них это будет работать. И Можешь тут, посмотреть. да, и тут как бы, ну, посмотрим. Вот это я бы реально запечатлел. Игра какой команды, кроме как OG, ну, может, несколько, вот именно тоже тебя вот впечатляет, поражает, с кем будет тоже очень непросто? Secret, у них тоже все довольно хорошо в плане драфтов, и они, да и в течение вот этого сезона, я примерно так и знал, ну как, они как бы такие играли, супер флексибл, там какие-то драфты, почти каждый игрок играет там почти на разных героях, ну в плане может сыграть, подстраивать, все это очень круто, и они это не потеряли. И так, сколько обсуждений там и так далее, подготовки к другим командам, я таки особо не запечатлел группу А, ну тех же Секретов, это я потом уже, сегодня у меня было время, я там посмотрел, как они играют, посмотрел, как OG играют, потому что, ну, даже как за OG, вот когда мы готовились, я не смотрел их игры. Ну, я так мельком просматривал, потому что мы с ними сыграли первый матч, и все, они мне были неинтересны, в том плане, что... У тебя было о ком подумать? Да. И из-за этого я не могу сказать еще о ком-то. Что ж, ребят, наверное, мы будем заканчивать это интервью. Мы уже играем плей-офф послезавтра. Спасибо, что смотрите наши влоги, интервью, поддерживайте нас, болейте за Нави и до скорых встреч. Пока. До встречи на танцполе. Игорь!